Друзья, наконец-то вышло новое обновление от OpenAI, ChatGPT 5. В этом уроке мы разберем новые фишки, особенности этой системы, как с ней работать сейчас и в будущем. Самое главное, не забывайте подписываться, ставить лайки, расскажите своим друзьям об этом курсе. Уроков еще по этой теме будет много. И эти уроки важны всем. Также хочу отметить, что есть смысл просмотреть предыдущие уроки и кому-то даже не один раз, для того, чтобы вы могли хорошо освоить базу работы с искусственным интеллектом. Скорее всего, эта база не поменяется и не через год, и не через два, и не через три. Это то, что нужно знать всем. Поэтому обязательно откройте предыдущие уроки, они находятся в плейлисте, и просмотрите их все. Задавайте вопросы, которые вам не ясны, в комментариях, и я буду записывать новые видео. А сейчас, внимание, ChatGPT 5, поехали! Друзья, давайте посмотрим, какие появились опции у чата GPT 5. У нас появилась опция Auto, Instant, Thinking Mini, Thinking and Pro. А все эти опции очень хорошо отвечают на один важный вопрос. Зачем они нам нужны, да? И, в принципе, когда вы смотрели мой предыдущий урок, и если смотрели мой предыдущий урок, я объяснял, что некоторые модели работают быстро, какие-то модели должны работать с опцией «подумать», и какие-то модели, как модель Pro, должны еще сделать какой-то ресерч внутри перед тем, как выдать ответ. Поэтому уже у чата GPT не нужно думать о моделях, какую модель выбрать. Чат GPT 5 уже подумал за вас и вам рассказал. Вот, к примеру, модель Instant, да, можно ее будет сравнить с 4O. Ее задача выдать вам ответ быстро, но не качественно, да. Есть модель «подумай чуть-чуть», да, есть модель «подумай хорошо», а есть модель Pro «подумай как профессионал». Поэтому чат GPT 5 уже давным-давно эту функцию, видимо, реализовал и уже показал нам в новом обновлении. Также появилась функция авто. Она должна автоматически выбрать режим. Либо этот, либо этот, либо этот, либо Pro. В чем ее как бы особенность? Я думаю, что в будущем она будет играть достаточно большую роль, особенно когда у вас уже есть большой контекст запроса, вы делали огромное количество запросов, есть какая-то история ваших запросов, но я бы пока ее бы отключил, потому что, скорее всего, она будет глючить в ближайшее время. Лично для меня она не имеет никакого смысла. Очень часто приходится потом перевыбирать нужную модель, да, нужную опцию, и таким способом я просто трачу время зря. Но если она вам подходит, попробуйте ее включить, возможно, она у вас заработает. Также есть и предыдущие модели. ChatGPT и OpenAI решили, что нужно еще эти модели оставить на какое-то время, но все, что я могу сказать, нет смысла эти модели больше использовать. Поэтому мы переходим дальше к следующим настройкам. Давайте посмотрим, что у нас поменялось в меню, да, какие у нас появились опции, либо что было оставлено с предыдущих версий. Вкладка General практически не поменялась, здесь нет никаких новых опций. Нотификации также у нас не появилось новых каких-то настроек, появились какие-то пуши в имейлы, они и были в прошлый раз, но хочу заметить, что эта опция, ну, для меня лично я ее не использую. Она очень классно работает, когда вы используете чат GPT на мобильном приложении. Также есть опция Personalization. А вот тут я бы, конечно, еще протестировал опцию Memory, память, по одной простой причине, так как появилась вкладка Авто, она вполне реально может искать что-то из вашей истории и выдавать вам уже те же самые ответы достаточно быстро, либо где-то углубленно, если вы были недовольны результатом. Поэтому я пока ее отключил, но, возможно, в будущем я ее протестирую и уже о своих результатах теста я вам расскажу. Дальше мы идем по коннекторам. Пока не появилось большого количества коннекторов. Все как было, так и осталось. Конечно же, хочется увидеть здесь тысячи различных приложений. Надеюсь, в будущем это появится, и мы сможем протестировать не только интеграцию с Google, с Microsoft, с какими-то другими известными платформами, но и с какими-то личными. К примеру, если я хочу использовать свою собственную базу данных,
И это на самом деле будет являться критично в будущем, потому что когда вы будете работать с чатом GPT в будущем и с искусственным интеллектом, вы, скорее всего, будете подключать свою базу данных. И вот как работать с базами данных, как создавать свои датасеты, мы будем обсуждать в последующих уроках. И это будет абсолютная критичная масса, с которой вы будете работать в будущем. Потому что неважно, какие вы вопросы задаете, очень важно, что вы, какую базу данных вы имеете. И вот эта база данных знаний, она и будет являться ключевой для того, чтобы вы могли использовать искусственный интеллект более эффективно. Ну, примером может быть книга рецептов. К примеру, у человека А есть одна книга рецептов, да, по созданию какой-либо кухни. У человека Б есть другая. И чат GPT, естественно, наверное, владеет двумя книгами и будет пытаться вам выдать результат из двух книг. Но вы хотели бы сфокусироваться только на одной. То есть сделать фокус искусственного интеллекта только на какой-то одной теме, либо на одной книжке. И это станет ключевым. Тогда вы сможете подключить какой-то коннектор, и впоследствии этот коннектор будет только работать с теми данными, которыми вы ему сопоставили. Более того, вы всегда можете спросить, эти данные в книге, они действительны на сегодняшний день? Действительно ли вот эти рецепты соответствуют качествам и стандартам 2025 года или 2026 года? Поэтому создание собственных датасетов и хранение собственных данных, подсоединение их к искусственному интеллекту — это на самом деле ключевая особенность. И тот, кто сможет иметь хорошие базы данных и хорошо работать с этими данными в будущем, и будет получать самый лучший результат. Самое главное, чтобы ваши базы данных были чистыми, данные понятны искусственному интеллекту, чтобы он мог выдавать очень такой хороший вам ответ, который поможет вам в вашем бизнесе, деле, в учебе и в целом в жизни. А дальше вкладка Schedules. Она также не поменялась, как она была, так и осталась. У нас, в принципе, Data Controls, да, где вы можете удалить свои какие-то чаты, она тоже не поменялась. Вкладка Security также не поменялась. Как она была, так она и есть. И вот, видите, у меня аккаунт Pro, также она не изменилась. Теперь мы вернемся в вкладку Personalization, да, и мы перейдем в вкладку Custom Instructions, да. Здесь немного все видоизменилось, не так сильно, поэтому, ребят, можете зайти на мой портал, пройти регистрацию и попасть в библиотеку знаний. Там есть библиотека знаний по чату GPT-5, и я уже вот эти инструкции выложил. Вы сможете с ними уже работать. Я показываю, в принципе, какие инструкции сейчас являются рабочими, самыми эффективными. Я их постоянно обновляю, поэтому там раз в какое-то время заходите на портал и проверяйте, что сейчас более актуально. Вот, это будет достаточно важно в будущем, потому что информация меняется, чат GPT постоянно делает внутренние апдейты, которые нам незаметны, и вот эти инструкции, они также меняются. Я стараюсь их выкладывать раз в неделю, возможно, раз в 2 недели. Они немного видоизменяются, лучше тестируются, но в любом случае без этих инструкций вам будет очень тяжело работать с чатом GPT-5. Так, друзья, теперь пойдем в нашу любимую вкладку Sidebar и посмотрим, есть ли какие-то изменения здесь. И если внимательно посмотреть, то изменений, конечно же, нет. Все, что мы видим, это предыдущая версия. Наверняка они что-то поменяют в будущем, добавят какие-то новые опции. Но так как мы их не разбирали в предыдущем уроке, я хочу о них немного рассказать. Да? У нас есть кнопка New Chat, да, вы всегда можете создать новый чат. Вы можете сделать поиск по чату, да, у вас есть библиотека. В библиотеке хранятся ваши картинки, которые вы нагенерили, также и видео. Есть вкладка «Кодекс», а кодекс, если это вы работаете с кодом. Мы ее отдельно разберем. Сейчас кодекс достаточно такая альфа-версия, и с ней, ну, на самом деле, не очень удобно работать. Я надеюсь, что в скором времени это все поменяется, и я запишу отдельный урок. Пока ее просто нет смысла использовать в продакшене и вообще в практиках, где вам нужно проанализировать код, она на самом деле очень сильно отстает от других конкурентов, как Google Gemini и Claude Sonnet. Дальше есть система Sora. По Sora у меня будет отдельный урок. Я жду следующего обновления Sora, потому что предыдущая версия, самая вот первая версия от Sora, она была
мягко скажем, не очень хорошей. Она создала эффект вау, но уже конкуренты, как Veo 3, догнали Sora. Да, вот можно на нее будет посмотреть сейчас. Вот, и я бы на самом деле ее бы сейчас не использовал бы для создания видео. У меня есть ролики на канале, где вы можете посмотреть, как генерит Sora и как генерит Veo 3, пока самые лучшие две модели на сегодняшнем рынке, да, для того, чтобы вы получали самую крутую картинку анимационную. Вот, еще есть другие сервисы, но я хочу это разобрать в отдельном уроке. Если вам прям очень интересно, как генерить крутые видео с помощью чата GPT, там, продуктов Sora, Google, каких-то китайских производителей, то напишите об этом обязательно в комментариях, я сниму урок в скором времени. Также у вас появилась, ну не появилась, она уже была, эта вкладка GPT, а здесь вы можете выбрать различные GPT-сервисы от других провайдеров, да. Кто-то поможет вам генерить промпт, где-то у кого-то есть обучение. Я скажу так, она и в целом работала плохо, да, то есть вроде бы вы получаете какой-то неплохой результат, но всегда эти производители зачастую хотят, чтобы вы перешли на их портал, получили больше сервис. Это, по сути дела, ознакомление с тем, что вы можете сделать. Есть какие-то одни уникальные GPT, которые, в принципе, работали отлично и выдавали неплохой результат там по написанию промпту там к Леонардо. Хотя я их не использую по одной простой причине. Раньше, когда мы использовали GPT-4, вот эта вся система, она была важна, потому что там была недоработанная система промптинга у OpenAI, и, в принципе, вот такой подход был логичен. Сейчас, скорее всего, вы увидите GPT-чаты в манере, где они будут делиться с вами какими-то данными, инсайдами, вы будете у них что-то спрашивать, OpenAI, ChatGPT 5 будет их обрабатывать и, в принципе, выдавать вам неплохой результат. И вот здесь самое основное, потому что много людей попыталось сделать бизнес на этой теме, и они создали целую инфраструктуру для создания этих чатов. Ну вот, вышел чат GPT 5 и, в принципе, все поменял, изменил, и теперь не все так гладко работает. Почему все не гладко работает и почему нельзя создавать агентов, мы эту тему разберем в последующих моих лекциях, которые я запишу уже в течение нескольких недель, и вы узнаете, почему нет смысла создавать агентов самим, почему это путь в никуда. И я очень сильно на этой теме остановлюсь. Ребят, также есть вкладка «Проекты». На самом деле, я очень часто начал использовать вкладку «Проекты». Давайте сделаем какой-то тестовый проект. Я расскажу, в принципе, зачем он нужен. Скажем так, проекты преобразились, можно использовать все модели, можно добавлять файлы, писать инструкции. И на самом деле, я сейчас, когда начинаю какую-либо даже маленькую задачу, пытаюсь создавать проекты и хранить там чаты. Единственный нюанс, который мне очень сильно не понравился от OpenAI, когда я удаляю чаты, он также удаляет чаты у меня и в проектах. Я не могу выбрать по папкам, что мне удалить, что мне очистить. Это единственный минус. Но я думаю, они это скоро доработают. Смысл заключается в том, что вы пишете здесь небольшие инструкции, вы добавляете сюда файлы, то есть небольшие датасеты, и потом можете задавать вопросы. И вот здесь я вам дам один лайфхак. Ребята, никогда не работайте с моделью Instance здесь, и с моделью Thinking. Всегда работайте с моделью Thinking, да, то есть вот модель, возможно, Pro вам также будет здесь хороша. Единственное, что, ребят, хочу заметить, модель Pro работает совершенно иначе, как она работала в модели O3 Pro или O1 Pro. Смысл заключается в том, что модель Pro, она, в принципе, делает совершенно иной подход к задаче. И я думаю, что она находится в стадии тестирования, потому что, там, допустим, неделю назад она выдавала один ответ, сейчас она выдает другой, как будто бы она дорабатывается. Поэтому я не могу вам четко сказать, используйте ее, зная, что модель Thinking работает лучше всего. Модель Thinking Mini работает не так хорошо, да, именно в проектах. Поэтому всегда используйте Thinking и никогда не в принципе, в ближайшее время другие продукты. Возможно, Pro, но, как я объяснил,
Pro не будет выдавать вам всегда тот результат, который вы хотите. Иногда он делает работу намного шире, больше, чем это нужно. Нужно ли это вам, вот именно в этом проекте, решать только вам. Вот. Будем дальше разбирать. Так, друзья, давайте посмотрим наш API для разработчиков, что здесь появилось. Ребят, если вы разрабатываете программы, то, естественно, вам будет интересно посмотреть, какие новые функции и опции появились у чата GPT-5. Ну, конечно же, хочется заметить, это две новые функции — reasoning и текст, да, verbosity и effort. Для чего они были созданы? Начнем с текста, да. Low — это значит, что, в принципе, будет выдавать наименьшее количество токенов. Чем больше вы ставите, medium, high и так далее, у вас будет генериться чуть больше токенов. Вы сами знаете, для чего это нужно. В большинстве случаев нам не нужны долгие ответы. Если вы ищете какой-то маленький ответ на ваш огромный контекст, вы ставите low. Если вам нужен более расширенный формат ответа, вам нужно написать какую-то статью, то вы тогда ставите medium. Если вам прям нужно создать еще какой-то проект, какой-то research, вы будете, скорее всего, ставить high. Хочется заметить, что reasoning — это сколько токенов будет система тратить внутри для обработки вашего результата. Я не затрагивал эту тему в предыдущих уроках, но когда мы отправляем токены, мы посылаем запрос в чат GPT, у нас случается два этапа. Сначала мы отправили токены, и мы их называем input токен. И потом, когда мы получили ответ, у нас есть output токены. Так вот, когда были еще модели O3, а сейчас GPT-5 это в принципе модель reasoning, у них есть такая штука, называется подумать, и есть так называемые внутренние токены. Получается, что в GPT-5 по дефолту стоят уже 3 вида токенов. Если раньше их было 2, и можно было выбрать, что пускай будет 2 либо 3, то сейчас их всегда 3. О чем это говорит? Что когда мы посылаем какой-то запрос, чат GPT начинает его обрабатывать в любом случае. И он тратит какие-то внутренние токены. Он посылает ваш запрос куда-то внутри системы. И он называет эти токены reasoning токены. После этого, когда он собрал все результаты со всех внутренних моделей либо операций, он выдал вам ответ. Это вот и есть одна из основных причин, которую я буду разбирать в будущем. И компании, которые создали свои инфраструктуры для создания агентов, для бизнесов, они потерпели огромный крах. По одной простой причине. Это бизнес именно компании OpenAI, ChatGPT и других огромных гигантов создавать подобные структуры. Если вы не владеете системой LLM сами, вы ее не создали, создавать посторонних агентов не имеет никакого смысла, особенно серьезных агентов. Прочитать имейл, ну, это не так сложно. Это можно и скопировать запрос. Прочитать 100 имейлов, это уже прям сложно, но тогда вы будете тратить огромное количество токенов. Поэтому это достаточно важная функция, и я думаю, что для разработчиков, которые создают более простые программы и нацелены на то, чтобы полноценно использовать систему искусственного интеллекта для своих разработок в будущем, особенно для моментов создания роботов. Мы будем создавать с вами роботов совсем скоро. И это будет намного важнее, чем использовать посторонних агентов. Но давайте на эту тему я разберу в следующем уроке, а сейчас мы пойдем дальше. Так, друзья, ну давайте, конечно же, зададим какой-то промпт и посмотрим, какой у нас будет результат. В первом случае я буду использовать настройку авто, и задам вот такой вот промпт. Я хочу, чтобы он мне посчитал. Посмотрим, как он с этим справится хорошо. Также я выбрал опцию Instance здесь. Здесь Thinking Mini. Подумай чуть-чуть. И подумай. Давайте посмотрим, дал ли он нам верный ответ. Вот. Как
вы понимаете, да, так как модель авто чуть-чуть имеет возможность выбрать нужную нам модель для той либо иной задачи, ответ здесь верный. Так, также модель Instant нам уже выдала верный ответ, поэтому это уже интересно. Модель Thinking выдала отличный ответ, и также модель, да, Thinking Mini и Thinking. То есть, как мы видим, все модели сейчас имеют возможность правильно ответить на математические вопросы. Возможно, не на все, но это достаточно хороший результат для модели ChatGPT 5. Это серьезное, скажем так, решение проблемы, которое было в будущем. Особенно те, кто работают с аналитическими данными и загружают большие файлы с аналитикой, просто что-то посчитать. А теперь наверняка можно пробовать использовать модели с Thinking Mini для этой задачи, для того, чтобы она их делала быстрее. Опять же, сравнивайте свои результаты. Если в 99 случаев у вас нет разницы между моделью Thinking Mini и Thinking, используйте, наверное, Thinking Mini, то, что быстрее. Ребята, давайте проверим ChatGPT на актуальность данных. Я задам вопрос, кто президент Америки, и как он на этот вопрос отреагирует. Будет ли он внутри искать по интернету ответ на этот вопрос, либо у него есть уже актуальные данные на сегодняшний день. Нам сообщили, что ChatGPT 5 обучен на данных до 2024 года, включительно каких-то там месяцев. Давайте узнаем, действительно ли это так. Задаем этот вопрос разным моделям. Вот. И ждем ответа. Видите, самое то, что интересно, я не спрашивал его найти какую-либо информацию в интернете. Он сам решил, что он должен пойти в интернет и вытащить эту информацию. На самом деле, для кого-то это очень круто и классно. Вот, поэтому нам не нужно теперь постоянно подключать модуль «Проверь интернет», он сам решает, что ему нужно сделать. Это модель авто, кстати. Так, смотрим Instant, то же самое. Также смотрим, да, Thinking и Thinking. Он еще думает, но я уверен, что выдаст правильный ответ. Ребят, как вы видите, модель 4 GPT-5 работает уже с актуальными данными, и, в принципе, можно задавать ему серьезные вопросы и, в принципе, забыть, что такое Google, потому что если он сам ищет верную информацию, ему уже можно начать доверять. Я советую сделать так. Выберите 10 вопросов, которые вы точно знаете на них ответ, попробуйте задать. И какой будет именно ответ у чата GPT, мне очень интересно. Напишите о вашем опыте в комментариях, потому что мне одному тестировать очень сложно, но, скажем так, если вы проявите какую-то инициативу, нам вместе будет легче это сделать. Ребят, давайте проверим, как GPT-5 выполняет инструкции. У меня простая инструкция. Это маленький лайфхак, это маленький инсайт на последующие уроки. С помощью GPT-5 уже можно создавать роботов, и это мы будем делать в последующих уроках. Обязательно подписывайтесь. Чем быстрее вы подписываетесь, тем быстрее я делаю уроки. Вот. Здесь немножко другая структура, но мы посмотрим на результат. Вот. При функции авто мы получили вот такой прекрасный ответ. Это, считаю, отличный результат. Также модель Instant выдала нам тоже феноменальный результат. Я очень сильно удивлен, и поэтому могу сказать, что вот при таких инструкциях он действительно может работать очень и очень неплохо. Также модель Thinking, да, мы можем посмотреть, что она думала ровно 26 секунд и выдала нам ответ даже с графиком. Понимаете? То есть это уже некий новый уровень. То есть он использует внутренние токены Reasoning, про которые мы говорили, для того, чтобы сгенерировать нам график. Также у нас модель Thinking, да, там была модель Thinking Mini, здесь модель Thinking. Она уже думала 2 минуты 20 секунд. И наверняка выдала ответ такой более интересный, да, то есть и по годам, в принципе, это, считаю, тоже очень крутой, да, ответ. Плюс он еще нам выдал ответ почему-то и на русском языке, но это вообще просто феноменально. То есть он сам решил, что нам нужен ответ на русском языке. Это, скорее всего, потому что я очень часто перевожу текст, кстати, это вам тоже лайфхак, с английского на русский в чате GPT-5. И объясню, почему я не пользуюсь посторонними переводчиками. На самом деле у меня написан на это отдельный проект,
и я с этим проектом с вами поделюсь. Очень большая разница, когда вы переводите на нативный русский или на нативный английский те либо иные фразы. Очень важен контекст. Поэтому мне на это отдельная совершенно своя программа, отдельный робот написан, вот, для того, чтобы переводить правильно. Ребят, я думаю, что мы с вами познакомились с чатом GPT-5, и GPT-5 действительно лучше своих предшественников, что бы там кто ни говорил, он работает отлично, и я ему ставлю оценку 10 из 10. На данный момент я считаю, это одна из самых лучших моделей, и поэтому предлагаю вам с ней намного ближе познакомиться и рассказать о вашем опыте работы в комментариях. Если у вас возникли какие-то проблемы галлюцинации, напишите, пожалуйста, на это свой комментарий, либо запрос. Друзья, вот мы познакомились с новыми особенностями модели GPT-5. Естественно, вы уже наверняка посмотрели огромное количество видео по эту тему от других людей, кто снимает подобные курсы. Самое главное, что хочу заметить, есть огромная критика новой модели чата GPT-5. Я на самом деле ее не поддерживаю. Я считаю, что все-таки компания OpenAI очень хорошо знает, что она делает. И говорить о том, что модель GPT-5 работает плохо, либо не так, как она работала ранее, что предыдущие модели работали лучше, я так сказать не могу. Она на самом деле развивается в своем темпе и с теми философскими качествами, которыми были вложены руководителями этой компании. Мне лично эта модель очень нравится, она подходит под мой стиль работы. Все, что я ожидал от нее, мы получили. Нам не нужно огромное количество программ, там какого-то огромного количества курсов, чтобы начать с ней работать. Она, в принципе, выполняет все нужные задачи на отлично. Поэтому я считаю так, чем меньше знаний вам нужно для того, чтобы работать с искусственным интеллектом, тем лучше. Поэтому, ребят, используйте модель 4.5, подписывайтесь снова на мой канал, на мои курсы, на мои видео, на мои лекции. Скоро будет выходить огромное количество нового контента. Для меня очень важна обратная связь. Постарайтесь оставлять комментарии для того, чтобы я мог точно определять, что вам интересно. Также хочу сказать, что теперь вся информация будет выкладываться на моем портале. Мой портал называется mozge.com. Нужно обязательно пройти регистрацию. Вы получите доступ к различным библиотекам. Библиотеки будут наполняться бесплатными курсами. Кстати, я совсем скоро выложу на этом портале бесплатные курсы от ведущих университетов. Ведущие университеты выкладывают очень хорошие курсы образовательные по тематике искусственный интеллект в разных направлениях. Как можно использовать искусственный интеллект в бизнесе, финансах, маркетинге, программировании и так далее. Я очень рад, что мой месседж был услышан большим количеством людей, и университеты, особенно такие университеты, как Оксфорд, начали выкладывать вот эти вот курсы совершенно бесплатно для людей. Ребят, я очень рад, что мы двигаемся к системе бесплатного образования. Знания должны быть доступны всем абсолютно бесплатно. Я рад за вашу поддержку. Спасибо вам большое. Поэтому я жду от вас огромного количества лайков, комментариев, подписок. Для меня это очень важно. Двигаемся дальше. Дальше будет интересней. Я уже вам рассказал, что буду делать курсы, как создавать своих роботов. Считаю, что агенты должны быть созданы внутри самих систем, как OpenAI. И для этого у них будет огромное количество продуктов. Нет смысла сейчас подписываться на агентов и создавать своих агентов. Скорее всего, они скоро станут невостребованы. Я объясню это почему в моих последующих уроках. Но вот создавать своих собственных роботов — это очень интересно. А скорее всего, компании, такие как OpenAI, Google, не будут, скажем так, делать это направление. Это очень сложно. Это узкая специализация, но она интересна тем, что там огромное количество, скажем так, различных сфер, где ваши знания по искусственному интеллекту могут монетизироваться. А создавать агентов, в принципе, это небольшая проблема. Это достаточно легко и просто. И, скорее всего, если достаточно легко и просто, входной порог в эту инфраструктуру будет у нас абсолютно
доступен всем, и заработать там не получится. А вот когда вы будете создавать роботов, свои датасеты, базы знаний, и ваш робот будет работать намного эффективнее, чем у конкурентов, вот здесь вы можете получить то самое преимущество и клиентов, и бизнес-клиентов, которые готовы платить намного больше за вашу компетенцию, потому что вы именно создали крутого робота. Все вот это вот будет выкладываться чуть попозже, поэтому, ребят, еще раз подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю и обожаю. Уже у нас практически 70 тысяч. Надеюсь, скоро уже будет 100, и наш контент станет намного интересней. Всего доброго.